целом, слушай, а как ты совмещаешь? Ты же в МФТ учишься и так далее. То есть, как это возможно? Как это возможно с МФТИ совмещать? Да, у тебя же сессия вот только что была по плану. Ответ максимально простой. Какие у тебя есть недовольства? Что тебе в Lomonosov School не понравилось? Как тебе математика? Могу нравится с ним сотрудничать? А жалеешь ли ты, что ты в итоге пошел на ФПМИ, а не на ЛФИ? Вот, слушай, какой бы ты совет вот дал ребятам, которые сейчас вот ищут себя, да, хотят найти какое-то дело, которым они хотят заниматься? Я бы дал такой совет. Вот оно, о чем я и думал. Вот сейчас будет, нужно просто продолжать, и сейчас просто будет взрыв. Всем гигантский привет, меня зовут Славик, и на канале Глеба я занимаюсь монтажом. Короче, мы вместе снимаем видео, как вот это сейчас. Глеб, привет. Здравствуй. И я заметил, что огромное количество ребят накопилось куча вопросов к тебе, и я понял, что нам нужно в срочном порядке, максимально экстренно делать рубрику подкастов, где мы будем с тобой как раз-таки на разные темы общаться. У меня у самого, на самом деле, Глеба, очень много вопросов, поэтому я с тобой был бы их рад сегодня обсудить. Как ты, кстати, сам вообще? Как поживаешь? Сам нормально, как ты видишь, много работы, много вебинаров, так что я согласен, мы даже просто с тобой давно очень не общались, и думаю, сейчас будет лучшая пора, чтобы это все восполнить. Вот, так что делаем, смены ведем и развиваемся. А ты как? Что у тебя? Ой, я отлично, но сегодня у нас жара 30 градусов с лишним. В студии сейчас просто у нас нет ни кондиционера, ничего. В общем, у меня тоже в целом все хорошо. Опять же, мне нравится, что канал Глеб Орел развивается. В целом, вообще, как ты отреагировал на то, что у тебя в начале года было 1700 подписчиков, а сейчас у тебя уже далеко за 5000? Честно, я так скажу. В начале года я сам думал, что этот год грядет к тому, чтобы у нас что-то было новое, чтобы мы как-то выросли, причем не просто, может быть, там, плюс 500 подписчиков, а может быть на 1000. То есть я ориентировался где-то на 1000 подписчиков. Но настал апрель, когда у нас взорвался наш видеоролик на 60 тысяч просмотров. Когда, я помню, он набирал там почти в день по несколько тысяч просмотров, я такой думал, вот оно, о чем я и думал. Вот сейчас будет, нужно просто продолжать, и сейчас просто будет взрыв. И когда я увидел тогда 5000 подписчиков, я и думал, есть же, значит, можно и 10 тысяч, а можно и 100. То есть это не просто какие-то заоблачные цифры какие-то или числа. Они реально, они есть. Главное просто продолжать. И все получится. Я как понимаю, ты прям получаешь особый кайф от преподавания физики, то есть ты дико рад этим цифрам, во-первых, а во-вторых, ты рад, что в целом, да, стало еще больше людей, которые хотят слышать именно твои объяснения, и вообще в целом объяснять это очень классно. Конечно, я безумно этому рад, особенно когда сейчас я веду олимпиадную смену Ньютон по механике и рассказываю те вещи, которых, реально в интернете вообще нет, и сам помню, как много времени я тратил на их изучение, я получаю невероятное удовольствие от того, как те самые знания, которые с огромнейшим трудом мне доставались, я их теперь наконец-то рассказываю людям. Потому что я думал, получил я эти знания, и что? И что дальше? Потому что на все России, да, некоторые пригодились, но некоторые так и остались на подкорке. А здесь я их как раз-таки рассказываю людям. Рассказываю в таком формате, в котором я сам хотел бы слышать, потому что то, как я слышал, мне было сложно это воспринимать. И мне приходилось тратить тонны часов, чтобы наконец-то для себя это разобрать и понять, что же все-таки здесь подразумевается. И в данном случае я это рассказываю. И это даю людям и реально упрощаю им жизнь. И с этого я получаю невероятнейшее удовольствие. Ведь если можно заметить по моим вебинарам, когда я рассказываю что-то такое экстравагантное, интересное, то, чего реально в интернете не было, у меня всегда так пыл внутри себя возрождается, я так весь горю и начинаю так эмоционально это рассказывать, что просто не знаю, что происходит совсем вокруг. Поэтому я, конечно, получаю безумное удовольствие. Особенно я рад, что нас стало больше. Реально, канал на 5000 подписчиков, и, как я вижу, людям это нравится, они это используют, и особенно что больше теперь людей будет шарить за физику, будет шарить за топовые методы при решении задач. За это я очень счастлив, и с помощью этого у меня реально все больше и больше энергии продолжать дальше и вести дальше все это. Потому что я тебе честно скажу, в один момент, где-то аж полгода назад, я думал, господи, столько страданий, столько упорного труда, и что? Рассказываешь, и что? Где, кому это, может быть, применяется, не применяется? А тут больше и больше людей начало приходить, ты понимаешь, да, людям это нравится, людям это нужно. И ты понимаешь, все, с кайфом, наконец-то.
идешь дальше, топишь и рассказываешь вебинары. Ну да, слушай, внезапно ты объявляешься с тем, что проводишь бесплатный экспресс-курс к ЕГЭ. После этого ты еще больше по объему проводишь интенсив сироп, где просто ты выпускаешь огромное 10-часовое видео. Абсолютно это все бесплатно, это все к ЕГЭ, и там просто, ну, практически все, что есть там для ЕГЭ, за исключением там какой-нибудь квантовой физики, которая на самом деле не такая классная, как все остальные темы, которые просто полностью ты рассказываешь. Вот. И потом еще мощные вебы сиропа тоже там суммарно 40 часов бесплатно, а сейчас, получается, ты делаешь олимпиадную смену Ньютон, вот, она уже, конечно же, платная, но при этом, опять же, там огромные вебы по 5 часов, и я что-то не видел, чтобы ни один олимпиадный препод вот прям настолько, прям вот по стольку вебов сделал одновременно, еще и бесплатно. Вот, честно скажу, это прям очень удивительно. А вот вообще, откуда у тебя столько энергии? Хотя, наверное, откуда столько у тебя энергии, это вообще тема для отдельного подкаста, я думаю. Но в целом, слушай, а как ты совмещаешь? Ты же в МФТИ учишься и так далее. То есть, как это возможно? Как это возможно с МФТИ совмещать? Да, у тебя же сессия вот только что была по плану. Ответ максимально простой. Это не ходить в МФТИ и иметь академ. У тебя академ? Да, у меня академ. И получается, когда ты ушел в академ? Сам я ушел в академ 12 марта, ну где-то в тех числах. Все из-за того, что я лежал в больнице 35 дней, Карл. 35 дней меня там держали. Мучили? Да, были некоторые проблемы со здоровьем, но и в итоге сказали: год отдыхай. Удачи тебе. Но все равно ты, получается, да, когда учился в МФТИ, ты тоже параллельно вел годовой курс и проводил свой суперинтенсив в этом году тоже параллельно учебе в МФТИ. И это на самом деле очень круто. То есть тебе в целом удалось познать вот эту формулу совмещения учебы и работы, причем когда работа достаточно полноценная. Вот. Но, конечно, это, наверное, было довольно-таки жестко. Да, это было на самом деле слишком жестко. То есть если так чуть-чуть поподробнее говорить, то вот у меня начался второй курс. И у меня начался как бы третий семестр. В течение третьего семестра я параллельно учебе своей ввел годовой курс ЕГЭ по физике, где у меня было 2, бывало 3 занятия в неделю по 3 часа. И что самое интересное, так как это был мой первый вообще годовой курс ЕГЭ по физике, напомню, я сам олимпиадником был и поступал по олимпиадам, я каждому еще вебинару тратил по 8 бывало по 10, в идеальном случае 6, но это редкость. В основном 8-10 часов подготовки. При этом еще нужно было вести телеграм-канал и так далее. В итоге, да, если насчитать, у меня суммарно выходило от 30 до 40 часов работы в неделю. Это просто, обычная работа. И получается, еще параллельно тебе было достаточно жестко учиться на ФПМ, будем честны. Конечно, это было очень жестко. Я даже скажу, весь первый курс было очень жестко учиться, а здесь еще сверху вот такая вот работа в 30-40 часов. Я так скажу, перед началом второго курса я долго думал, совмещать мне работу или нет. И я понимал так, либо я полностью себя посвящаю учебе, или же я пробую и в учебе, и в работе. Но это будет, конечно, в разы жестче. Но если я пройду этот путь, то я стану, наверное, каким-то невероятным гением, потому что я познаю, наверное, все возможные методы там дисциплины и всего другого. В итоге, я могу так сказать, как бы одновременно у меня получилось и не получилось это все сразу. Давайте скажу, как у меня все происходило. Во-первых, я понял для себя, что некоторые предметы мне придется забить. То есть на прогу и дискретку я забил. Ну, потому что невозможно все еще остальные предметы ботать. Вот. То есть в течение третьего семестра я старался уделять время как раз-таки основным математическим понятиям, то есть матан, там, линал и так далее. О, нет, у нас дифуры уже были. И общесосу. Без общесоса никуда. И, конечно, работа. И в итоге в сентябре-октябре сначала было довольно сложно, но именно в самой работе. Поэтому я все время посвящал работе. Потом наступает ноябрь, декабрь. Я понимаю, скоро сессия, чел. Скоро сессия. Пора работать. И тут я понимаю, ё-моё, у меня же всего закрыты по 1 неделе по каждой дисциплине. То есть я сделал домашку и изучил всего лишь по 1 неделе. Это я понял в октябре или в ноябре. И здесь меня спас ты. Ну или пришла мне мысль, и я решил спастись вместе с тобой. Я такое тебе, помнишь, и говорю перед ноябрем. Чел, пора жестко ботать, поэтому я с тобой спорю, что в течение ноября в такие-то недели я буду ботать по столько-то часов в день. В итоге этот метод невероятно меня спас. Ведь у меня так получилось, что в течение ноября я заботал 1 неделю 100 часов в неделю, то есть 100 часов по секундомеру я сидел ботал. Я пытался как раз утром там готовиться к вебинарам, провести вебинар, готовиться к вебинарам, сидеть ботать свое, потом вести вебинар.
И за счет того, что я работал каждый день по 14,5 часов, бывало 15 часов, чисто по секундомеру, мне это помогло сделать буст вперед по учебе и еще параллельно совместить работу. Вот. Но, конечно, я к этому готовился в течение всего ноября. То есть сначала я работал в неделю там 60 часов, потом 80 часов и потом перешел к сотке. Теперь переходит декабрь. Меня первая болезнь сносит с ног, но все равно 100 часов бота возвращаем, поэтому перед Новым годом опять проводим 100 часов бота, что мне опять позволяет хоть как-то выровняться по учебе. И я понимаю, все, остается, наверное, еще немножечко, и я смогу закрыть и эту сессию. Поэтому с 1 января я начинаю вторую неделю 100 часов. Только это была уже третья неделя 100 часов бота. Я провел 100 часов бота перед экзаменом по матану, сдал матан, все с кайфом, на Отл 8, представляете? На Отл 8. Я еще помню, мы вот видео про интенсив записывали после того, как ты закрыл матан. И самое, да, интересное, что в тот день, когда я, во-первых, всю ночь не спал перед матаном, сдал матан, и в этот же день, я думаю, вы видели, этот видеоролик мы с тобой записали, просто бомбезный видеоролик с приглашением на наш суперинтенсив к Олимпиадам. Да, и там вообще не видно, что ты ночью, оказывается, не спал и так далее, и что вообще все у тебя классно, ты там такой бодрый, ребята, сейчас забомбим и так далее. И так как сейчас все вяло переживают эту зиму, самое время сурово, жестко и мощно заботать. Ты возьми и сдай физтех. Просто сдай Русатом. Так что возьми и сдай эти Олимпиады. И пока все ищут долбанные отмазы, ты берешь и садишься ботать этот физтех. Ботать этот Русатом, чтобы их затащить. Да, то есть вот столько всего происходило. Но, конечно, это сделало некоторые траблы для меня. То есть, честно скажу, так лучше не делать. Потому что у меня все это сказалось на здоровье. Именно из-за этого я потом лежал в больнице 35 дней. До сих пор я мучаюсь с некоторым состоянием по здоровью. Не знаю, что с ним делать. Вот. Потому что потом идет сессия. У меня начался еще годовой курс. А там еще и суперинтенсив к Олимпиадам. И была просто настоящая жесть, где опять нужно было по 14 часов там в день ботать и бывает не спать ночами. Только я так не спал второй раз ночью перед экзаменом по проге вроде бы. Да, перед экзаменом по проге. Чтобы к ним подготовиться, но я сдал. Все сдал, все, нормально. Сессия у меня закрыта. Ой, слушай, это прекрасно. Это вообще на самом деле замечательно, когда сессия в итоге закрыта. Но да, к сожалению, бывает, что работу с учебой совмещать довольно-таки сложно. Ну хорошо, вот в целом, да, ты же в первую очередь занимаешься физикой, тебе в первую очередь нравится физика, и ты в первую очередь занимаешься преподаванием физики. Но ФПМИ — это факультет все-таки с упором больше на математику и информатику, будем честны. Даже тот, где прикладная математика и физика, как у тебя. У меня вопрос. А жалеешь ли ты, что ты в итоге пошел на ФПМИ, а не на ЛФИ? Я тебе могу так сказать, мне даже в личку часто такие вопросы приходят. Жалею ли я, что я пошел на ФПМИ, если я имел бы ВИ на ЛФИ? Честно скажу, сделаю такую маленькую паузу, чтобы всех заинтегрировать. Заинтегрировать, да, барабанная дробь, ага. Я, конечно же, жалею. Я реально жалею о том, что я пошел на ФПМИ, потому что... Подожди, это же прога, это же развитие, это же... Ты видел, сколько программистов зарабатывают? Джуниор зарабатывает 60 тысяч в месяц, мидл зарабатывает, а мидлы почти все сразу там из МФТИ у вас, да, выходят. 150 тысяч в месяц, а сеньор 250 тысяч рублей в месяц. А может там вообще овер потолок там 400-500. Ты что, это же работа такая классная, прога, это же так приятно. Зарплата, почему? Не вставляет это мне. Я не люблю. Вообще не нравится мне эта прога и дискретная математика. В смысле, 400 тысяч рублей, мужик, сеньор, разработчик с 10-летним стажем, 400 тысяч рублей, мужик. Я тебе так могу сказать. Я сам в течение всего, наверное, первого курса, может быть, еще половина второго курса, я думал, так, ну, может быть, все-таки, прогу надо бы изучить, чтобы, как минимум, у тебя была бы нормальная ЗП. Как минимум. Да, там хочешь, может быть, как-то себя не с прогой связывать, но как минимум, вдруг мало ли что, у тебя прога, все есть, ты ЗП, вот это вот типа 150, там не знаю сколько получаешь, и будет прекрасно. Но всегда я такое думал также параллельно. Стой, физика, преподавание. Я так люблю это. Я вижу, что бац, у нас получилось в некоторый момент, получить хорошие средства, например, на первой нашей олимпиадной смене, только не олимпиадной смене, а олимпиадном интенсиве к Росатому. Да, очень классно. Он является просто главным переломным моментом вообще в нашей всей с тобой YouTube-индустрии. Потому что начиная с него, я каждый раз понимаю, что нет,
на физике, на преподавании можно зарабатывать, можно жить и даже, например, там, потом снимать квартиру. Это можно делать на том, что тебе нравится. И я так понял. Мне нравится преподавание, мне нравится физика. Я здесь могу вкладывать всего себя. А если я вкладываю всего себя, я могу расти просто как неимоверно. И просто не знаю, как еще назвать себя. Короче, это ужасная просто аналогия, но тоже подойдет. Что мы еще кладем всегда в выпечку? Дрожжи, расти как дрожжи. Да, как на дрожжах. Вот именно, как на дрожжах. Если я буду всего себя вкладывать, потому что мне это так нравится, я готов, вот как вы видите, по столько часов вести вебинар, может быть, бесплатно все рассказывать, выкладывать всего себя, потому что мне это нравится. И я понимаю, что если я так продолжу, я смогу зарабатывать больше, чем те же самые айтишники, где мне это даже не нравится. Потому что если мне это не нравится, да, я через силу там что-то буду, может быть, зарабатывать, но я вообще себя вкладывать туда не буду, и мой рост будет стремиться к нулю. То есть моя функция будет выходить чисто на константу. Ну а зачем? А здесь я могу расти до бесконечности, поэтому я сам себе сказал, нет, я буду вкладываться в то, что мне нравится, что я люблю. Тем более, кстати, отмечу, я помню на одном из вебинаров разговорных вроде бы, Михаил Александрович Менкин сам говорил, выбирайте работу, которая вам по душе, которую вы любите. И особенно эти мне слова также помогли выбрать все-таки именно преподавание, а не порогу. То есть здесь я знаю, это мне нравится, я хочу именно в этом развиваться. Слушай, это на самом деле замечательно, я с тобой полностью здесь согласен, потому что действительно очень многие, они вот смотрят, в среднем там выпускники зарабатывают больше. Во-первых, ошибка смотреть чисто на среднее, потому что, у каждого человека все индивидуально, да. Кто-то, например, готов, если что, там, поработать побольше, кто-то, например, не готов и так далее, да. Есть люди, которым больше нравится именно халява в IT, а есть люди, которым, на самом деле, наоборот, IT не так сильно нравится, как, например, преподавание, как, например, в твоем случае. Поэтому я здесь с тобой полностью согласен, полностью тебя поддерживаю. В целом, если что, рассматриваешь ты, получается, возможность перевода на ЛФИ, в родную гавань? Конечно, я буду сейчас стараться сделать все возможное, чтобы перейти на ЛФИ, поступить на кафедру, которая мне безумно нравится, это кафедра инновационной педагогики, то есть как раз-таки развиваться в педагогике, и иметь как можно больше физики, потому что в ЛФИ точно будет очень много физики, то же самое, теоремех как минимум. Это все будет с кайфом. Поэтому я очень хочу туда, будем делать все возможное, тем более, что сейчас академ, есть время, чтобы этому себя посвятить. Смотри, из первого подкаста, точнее, из первой части подкаста, да, пока что подкаст не заканчивается, только, наверное, где-то треть прошла, я понял, что нужно нам очень много такого формата записывать. Например, у меня уже есть к тебе вопросы, а как все-таки ты выдержал 100-часовой бот, то есть про энергию. Во-вторых, как все-таки ты выдержал учиться на ФПМИ, тоже интересно. В-третьих, как ты вообще готовился к олимпиадам, как ты пришел к преподаванию, как ты ведешь канал и так далее. У меня куча есть вопросов, которые я тебе хочу задать, но я понимаю, что в план сегодняшнего видео они не входят. Ну, а, кстати, ребят, если вы хотите смотреть подкасты, то, все-таки поддержите нас с Глебом. Опять же, не надо никуда кидать никакие деньги. Достаточно просто поставить лайк и написать комментарий. Если на этом видео набирается... Сколько лайков хочешь, чтобы набрали? 200 надо, я думаю. 200 лайков. 200 лайков не будет? Что, серьезно, будем заморачиваться, что ли, так камеры всю технику расставлять? Нет, конечно. На коленке... 3 камеры стоят. Да, тут вообще техники, я не знаю, никогда столько техники не видел, просто тут, да, как одни шурики чего стоят, мои хорошенькие, мы сладенькие, да. Наши замечательные. Поэтому, ребята, ждем поддержки от вас. Хотя, наверное, всем понравится разговорный формат, потому что все предыдущее разговорное, что мы снимали, оно нереально заходило. Тот же видос, например, топ-3 ошибки олимпиадника. До сих пор стреляет. Да, он снят на коленке, я там напутал с балансом белого, ты весь красный как рак, там просто микрофон трясется вместе с цепочкой, оно все так бьется. 15 тысяч просмотров уже, если я не ошибаюсь. Там какой-то чел нам из Перу пишет: чуваки, пожалуйста, давайте сделайте субтитры. Хочу узнать, что же за 3 ошибки олимпиадника, но не могу. И нужно еще и субтитры сделать, да? Сюда тоже мы сделаем субтитры. Если у кого-то есть друзья из Перу, например, то, скорее всего, какие-то субтитры под этим видео будут. Давай с тобой поговорим в целом про ЕГЭ. Да, ты вообще 3 года уже занимаешься олимпиадным преподаванием. Как раз-таки сейчас июль 2024 года, а в июле 2021 года ты уже все понял, что ведешь канал, уже начал пробовать набирать учеников и так далее, да. Получается, что ты уже 3 года занимаешься олимпиадами. И внезапно, буквально год назад, с тобой связываются братья Павликов, то есть Андрей Николаевич, да, и также еще из Ломоносов School с тобой ребята связываются, потому что они тогда сотрудничали и говорят: чувак, мы хотим тебя видеть в качестве нашего преподавателя ЕГЭ. То есть, чтобы ты понимал, ЕГЭ и Олимпиада — это же абсолютно разные сферы, будем честны. Это просто самые разные вещи, которые могут быть.
Да, то есть мне кажется, что там физика и там биология, они гораздо больше друг на друга похожи, нежели чем... Олимпиада. Да, я здесь полностью согласен. Вот, получается, и вообще, как, ну, то есть, понятное дело, что предложение прикольное, да, и в целом, да, а вот вообще, каково тебе было начинать, вот, то есть, каково вот было тебе вот начинать рассказывать ЕГЭ? С какими, может, трудностями ты столкнулся? Я так скажу. Давай так разобью. Сначала мои эмоции на тему того, как мне это предложили и как я это отреагировал. Потом мой первый крах, точнее, мои первые крахи. Да, то есть внезапно, да, с олимпиадами все было хорошо, там ребята берут олимпиадки, там по вышечке уже там физтех поступали на тот момент, и тут вдруг внезапно ЕГЭшники, с которыми тоже надо, чтобы они, ну, хотя бы баллов на 80 сдали, а желательно, да, на 90 и на 100 вообще все. Поэтому, да, нужно прям постараться. Так вот, первая часть, когда мне все это предложили. Я сначала подумал, что ЕГЭ, вы что? Я не хотел вообще вести ЕГЭ никогда. Потому что я тоже тебе как раз-таки говорил, вот за год до этого я провел первый свой вебинар по ЕГЭшке, потом я его скрыл, поэтому вы его не видите. Это был полный позор. Мне он безумно не понравился. Я подумал, все, ЕГЭ я не буду в жизни больше рассказывать. Ясное дело, что здесь в данном случае поток, он пропорционален нашему полю Б, потому что площадь, она постоянная площадь данного контура. В итоге мне предложили, я такой думаю, ну это же ЕГЭ. Зачем ЕГЭ? Я люблю Олимпиады. Я обожаю Олимпиады, я хочу их продвигать. Но потом мне пришла самая гениальная мысль, которой я говорю до сих пор спасибо. ЕГЭ тебя прокачает. Я потом это сказал даже своему другу Кириллу. Кирилл, привет. Привет, Кирилл. Я ему сказал, я уверен, что ЕГЭ меня прокачает. Он, конечно, угорнул, типа, как олимпиадника, всеросника ЕГЭ может прокачать? Это вообще возможно? Нет. Но я тогда понял, что, наверное, если я чисто вот олимпиадный препод, то да, это круто. Но когда ты разносторонний преподаватель, когда ты умеешь не только олимпиады рассказывать, но еще и ЕГЭ, то есть умеешь разные вещи рассказывать, то это тебя делает еще круче преподавателем. Ты много чего для себя узнаешь, потому что для меня это была непротоптанная дорога, я вообще не знал, куда, что идти. В итоге, на самом деле, так и оказалось. ЕГЭ меня очень сильно прокачало, вы можете сейчас увидеть наше качество вебинаров, то, как я рассказываю все это. Просто сравните с первыми видеороликами, как я все это объяснил, и как сейчас я это объясняю. Тогда, если у нас есть некоторая материальная точка массы m, она двигается со скоростью v маленького вектора в этот момент времени, и при этом масса, например, вот этой материальной точки, она может меняться, то тогда вводится такое понятие, как импульс этой материальной точки. Вот, поэтому на самом деле ЕГЭ меня очень прокачало. Поэтому той мысли я говорю спасибо. Ну и какие же мои были первые крахи, мои самые просто громадные ошибки, после которых я стал таким, какой я сейчас есть. Поэтому это, кстати, главное нравоучение, что ошибки тебя учат. Это видно по мне. Сначала шла весенняя школа. Это первое в жизни, что я вел по ЕГЭшке. Там, да, я что-то рассказывал, что это готовил с нуля. Для меня это было довольно сложно, но я просто пробовал. Честно скажу, мне вообще не нравится, как я там все рассказывал. Вот. То есть сейчас мне вообще не нравится. Но на тот момент был первый опыт. Я, правда, не знал, заходит людям, не заходит, потому что это был бесплатный контент, никто ничего в комментариях не писал. Вроде нормально. Бывало, некоторые писали, спасибо, ты круто. Потом началась летняя школа. Вот это был мой просто переломнейший момент в моей жизни. Когда я провел первые там 2-3 занятия, к которым я ультра мощно готовился, и мне начинают говорить, я не понимаю, что это такое? Почему там эта летняя школа, она должна быть для людей с нуля, а у тебя получается как будто для продвинутых. Я начал понимать, так, что-то не то, что-то не то. Люди недовольны, как я объясняю ЕГЭ по физике. Что-то вообще не так. Тем более сам, на самом деле, я же, мало что знал в плане даже оформления того же самого ЕГЭ, я все это изучал прям по ходу дела. И в те моменты я такой, так, надо еще больше готовиться, надо еще больше тогда самостоятельно уделять времени самому ЕГЭ, шарить это все, и тогда будет круче. В итоге, с каждым занятием летней школы я начал понимать, какие есть вообще ребята. Я начал понимать, что есть ребята, которые вообще ничего не знают. Прям, вот ноль. Это не просто ноль, вы думаете. Там ноль, может быть, второй закон Ньютона он, наверное, знает, да. Там, как минимум синус, косинус он умеет написать, проекцию умеет написать, вот. Но просто не умеет решать задачи ЕГЭ. Это, наверное, ноль. Я сам раньше так и думал. То есть я был уверен, что 0 это когда ты просто не умеешь, наверное, решать задачи ЕГЭ, а тогда 0. Но нет. Там -1 был конкретный.
Это прям 0, когда, типа, человек, он, наверное, не дошел до 5 класса случайно, когда он просто изучил, что у нас есть чиселки, есть отрицательные чиселки, есть положительные чиселки, а что дальше, я не знаю. Вот таких вот людей я встречал на летней школе. Для меня это был просто вот такие вот глаза я открыл сразу, я был в шоке, что такое может быть? То есть за 11 лет обучения, ну или за 10 лет обучения у вас знания 1 класса, ну или первых 3 классов. И я уже начал ориентироваться на таких ребят, поэтому моя подготовка к вебинарам, она немножко изменилась. Ну и вследствие этого, конечно, каждый вебинар летней школы выходил на новый уровень. А на годовом курсе я максимально просто взялся за анализ моих ошибок на летней школе. И с помощью этого годовой курс, как по мне, вышел крутым. Да, есть некоторые траблы. Сейчас я их уже не буду делать, потому что я их сам проанализировал. Но годовой курс, это уже реально что-то годное было. Ну, это ребята очень, да, хорошо. Тем более, что мы видим курсе. результаты, у нас есть сотки, у нас есть 90 плюс бальники и так далее. Вот. И особенно виден результат того, как я начал рассказывать экспресс-курс ЕГЭ по физике. То есть это как бы мое было продолжение в плане ЕГЭ. То есть был... Реинкарнация весенней школы. Реинкарнация всего этого Да. и так далее. И я уже так скажу, экспресс-курс мне понравился. Ну и сиропчик, мы конечно, видим, тоже. но потом сироп, он вообще был бомбезный. Да. То есть мы видим, как просто от первых занятий весенней школы, где днищем было, с помощью дофига ошибок, где дети были недовольны, говорили, что за ужас и так далее. За год мы видим одни спасибо, сотки, мы видим просто качество нашего вебинара, качество моего объяснения, качество, наверное, моей речи. Мы видим, как это реально все произошло. Но за этим таится огромнейшее количество часов подготовок к каждому вебинару, потому что вы можете, если ко мне там в гости вот Славик приходил или Кирилл, они видели у меня просто огромнейшие стопки тетрадей с конспектами каждому занятию. То есть я прописывал, как теорию нужно рассказывать, как нужно решать задачу. При этом я описывал оформление, то есть как нужно оформить, причем так, чтобы на доске это красиво выглядело, чтобы ребятам было понятно. И вот этот огромнейший суммарный труд, он скопился, и в итоге мы с вами видим, что видим на экспресс-курсе, на сиропе, и сейчас видим на олимпиадных роликах. Ох, это огонь. Поэтому ЕГЭ меня реально прокачал. Да, я помню, когда мы с тобой обсуждали твой самый первый стрим по ЕГЭ, который ты просто спонтанно провел, и ты мне сказал, что ты не очень хочешь заниматься ЕГЭ, и что в жизни, скорее всего, никогда не придешь. Я сказал тебе, Глеб, а если будет какое-то классное предложение, да, с возможностью классного какого-то роста, с возможностью классного какого-то заработка и так далее, да, то, скорее всего, лучше все-таки будет согласиться. И действительно, это было абсолютно верно, потому что действительно тебя ЕГЭ очень классно прокачал, и тем более, действительно, сейчас вертится очень много чего вокруг ЕГЭ, будем честны. И такое. да, и все-таки годовые курсы по ЕГЭ, они имеют большой-большой спрос, вот, но на самом деле и не только годовые курсы, но и олимпиадные достаточно интересные, вот, но про олимпиады мы поговорим чуть попозже, и про твои олимпиадные смены, про которые тоже, наверное, ребята хотят услышать, мы поговорим буквально спустя несколько минут. Сейчас же хотел с тобой продолжить обсуждение курса ЕГЭ и вообще, как ЕГЭ тебя прокачивает. Ну что, наверное, самые каверзные вопросы сейчас пойдут. Пошли, мы с тобой давай. сейчас будем говорить про Ломоносов School. О, хорошо. Был не готов, да, к этому? Да, я был не готов. Но, к сожалению, у нас не подставное интервью, и я заранее тебе не озвучил ни один из вопросов, которые я подготовил. Так у нас будет всегда на наших подкастах. Я ничего не согласовываю с гостями. Хочу что-то жесткое спросить, я спрашиваю. Хотите что-то жесткое тоже спросить? Тоже? Пишите в комментариях. Да. Вот, короче, смотри, касаемо Ломоносов School, да? Насколько я знаю, сначала братья Павликовы, а уже затем ты буквально спустя месяц разрываешь отношения с Ломоносов School. Так вот случилось, да, что ваши пути, они начинают расходиться. А вот какие у тебя есть недовольства? Что тебе в Ломоносов School не понравилось? Отношение к физике, наверное. Отношение к физике. Да. Ну, я согласен, что преподавателю к физике. да, физика — это святыня, ее трогать нельзя. Вот именно. То есть там же как, получается, первоначально все было? Меня тогда пригласили для того, чтобы физику прокачать. Правильно? Угу. И мы начали в этом плане действовать. И даже начали предлагать что-то свое в качестве олимпиад. Потому что в Ломоносов School, как вы знаете, олимпиад нет. И, как мне кажется, если что-то дополнительно делают, то почему бы и нет? Что-то новое начать развивать. В итоге мы начали замечать, как, оказывается, в Ломоносов School есть такая вещь, как «Я тебе обещаю, все будет». Договорились, Да, братанчик, договорились. да? А потом ничего нет.
То есть взять те же самые Олимпиады, когда мы поняли, что что-то здесь не то. Я предложил провести олимпиадную смену Тесла. Ну, тогда это еще был Максвелл. То есть Тесла, Фарадей и Снеллиус на платформе Lomonosov School. Нам сказали, да, все будет. Где? Где? Ты знаешь, где? В Lomonosov School есть это? На бороде. Нет, оно есть в гид-курсе в итоге. Да. В итоге мы с тобой тогда 2 дня это сидели, делали сами сайт, И не все зря, это на делали. самом деле, да. В итоге у нас все отлично в этом плане. Потом, получается, начался годовой курс. Пора топить годовой курс. Я понимаю, что мне нужно, чтобы у нас были решения в латехном формате у задачек по физике. Потому что у них там на платформе можно выкладывать чисто ответы. То есть, типа, человек вбил ответ, сошлось, не сошлось. Ну, согласен, ну как по физике это можно делать? Ну, вообще никак. Это жесть какая-то. Так ничему не научишься. Вот. Только если там огромные старания и так далее. И я за это топил. Я в сентябре попросил, ребят, мне нужен латехмейкер. С домашкой, ладно, я там попробую как-то скоординироваться с менторами, чтобы они начали решать. Но самое главное, мне нужен латехмейкер. Мне сказали, будет. Месяц прошел. Где? Нет. Я такой, ладно, я пошел сам, включая свои связи, включил связи МГУ. Мне написало и пришло очень много разных латехмейкеров, с которыми мы начали сотрудничать. В итоге прекрасно, мы начали техать домашки, но спустя неделю, спустя всего лишь неделю мне говорят, чел, мы не готовы оплачивать там, сколько, 15 тысяч в месяц вроде планировали латехмейкеру выделять. Да, мы не готовы типа оплачивать такого. латехмейкера. У тебя не 500 учеников на курсе, у тебя всего лишь 100 учеников на курсе. Не напродал, понимаешь? Да, понимаешь? Вот если у тебя было бы 500, то тогда да. А так у тебя всего лишь 100. Сам делай. Вот мне просто там тогда писали, вот я сама делаю, потому что я понимаю, что Lomonosov School нужны ресурсы на другие вещи, поэтому я сама делаю. И ты сам делай. Я такой, ага, у меня, конечно, вуз, там, у меня есть же время самому техать вот это все решение и так далее. Тем более, когда еще первоначально мы обсуждали то, чтобы латех был сам на сайте, потому что у них латеха нет на сайте, это просто разные скриншотики вставлены на сайт. Ну, это выглядит, не знаю, это странно, как по мне. Мы развиваем какую-то новую дисциплину, например, физику, на нее нужно тратить много времени, много ресурсов и так далее, потому что иначе другие онлайн-школы будут как раз-таки гораздо больше доминировать. Но, вот, например, сейчас на какой платформе ты будешь вести свой годовой курс? Годовой курс мы будем вести на платформе Школково. Вот мне кажется, что платформа Школково, там над ней достаточно стараются, и она поэтому доминирует. Вот как ты считаешь? Она доминирует, потому что там не просто автопроверка и так далее. И действительно, например, для гуманитарных предметов, которые в Lomonosov School очень даже хорошие, там английский, русский, обществознание, да, для них абсолютно достаточно там автопроверки, всего остального и так далее, да. Но для физики все-таки нужен красивый формат, красивое оформление и так далее. Вот. И это потому, что просто это есть у конкурентов. Это, во-первых. Во-вторых, это красиво, это понятно и замечательно. И самое главное, чего в Lomonosov School есть, что абсолютно не подходит ни для физики, ни для математики, что я хотел бы отметить, да, о чем тоже обязательно мы упомянем. Точно. Да. Это что годовой курс делится на 2 одинаковых полугодовых. Это правда. Там от нас требовали так сделать, чтобы мы программу годового курса поместили в первое полугодие, а потом во втором полугодии рассказывали все то же самое, абсолютно. Это специально нужно, чтобы потом мы спокойненько продавали типа полугодовые курсы. Но, честно, я помню, как сначала пробовал все это поместить, у меня выходила такая жесть. Во-первых, это совмещать было с вузом просто unreal. А во-вторых, это огромнейшая нагрузка даже для того же самого ребенка. В итоге у меня более-менее получилось как-то это поместить до там, февраля, до марта, чтобы просто чуть позже, может быть, полугодовой курс начать. Тоже. Сентябрь я в таком формате провел. Для всех жесть. Для меня жесть, для ребят жесть. Они ничего начали не успевать. Все было плохо. Это такой. Все. Я буду проводить просто весь годовой курс, а там, если что дополнительно, полугодовой параллельно буду вести. Это будет самое оптимально. Но Ломоносов нет. Нам нужно на 2 полугодия, так будет лучше. Но, конечно, в обществознании подойдет. Но в физике нет. Так не работает.
Да, я с тобой полностью согласен. Особенно ты сам упомянул, что на летнюю школу к тебе пришли ребята. Это абсолютно нормально, что в регионах, к сожалению, действительно есть некие проблемы в некоторых школах с образованием. И действительно, в физике очень многие ребята плавают, что нужно физику рассказывать реально ребятам, ну, грубо говоря, 7 класса, это все уместить в год. А тут вот это то, что мы можем как-то еще уместить в год, нужно еще сжать в полгода. Да, чтобы побольше продать курсов, да, чтобы и ребята, которые в январе спохватились, чтобы у них тоже был курс. Купить большой годовой курс в сентябре и смотреть записи, это Делашков. Лучше сразу же, да, продать конкретно еще этим ребятам. Не, я так не считаю. Я считаю, что нужно полноценный, хороший годовой курс вести, как, опять же, у других преподавателей. Вот, если мы рассмотрим топовых преподавателей, которые реально готовят ребят на высокие баллы. Вот, и... Во-вторых, действительно, физика — это один из самых сложных предметов на ЕГЭ, потому что там важно понимать и оформление, а также в физике есть очень много разделов. То есть там, например, есть магнетизм, есть электростатика, есть механика, есть оптика, есть термодинамика, квантовая, ядерная там физика, да. И это все совершенно разные разделы. Конечно, они чуть-чуть друг с другом пересекаются, но все-таки они разные. И там нужно как раз-таки вот это все упоминать. То есть, если, например, там в русском языке и так далее, мы в целом скачем от одного и того же, да, когда готовимся к ЕГЭ, как правильно писать предложение, как правильно там сочинение писать и так далее, да, то вот как раз-таки в ЕГЭ по физике мы должны очень много всего охватить и в это все еще углубиться, понять вообще, как оно все работает. И за полгода это сделать просто нереально. И еще такой маленький инсайтик, открою секрет, Андрей Николаевич, который был преподавателем математики в Lomonosov School, тоже в первую очередь сделал акцент на вот этот момент, что зачем-то годовой курс дробился на полгода, на 2 полугодовых. И просто вот для математики примерно такая же история. А еще мы знаем, что математика-то она чуть побыстрее будет, чем физика. Все-таки ее быстрее писать, не нужно прям так сильно оформлять и заморачиваться. То если с математикой уже это у крутых преподов реально вызывает проблемы, типа как бить на 2 полугодовых, ребята же реально замучаются просто. Конечно. Вот, да. И то есть с физикой получается все еще жестче. Ну и раз мы упомянули математика МГУ, вот, да, получается, что сейчас мы находимся в студии математика МГУ. Да, ой, вон серебряная кнопочка. Да, вон серебряная кнопка математика МГУ, то есть математика МГУ мы отправили на дачу, получается, да, а сами оккупировали студию. Кстати, мне очень нравится эта студия, опять же, потому что здесь есть шурики. Причем в Lomonosov School, насколько я помню, были китайские Шура 7B, то есть они тоже были оригинальные, но китайские. А это производство Мексика. Понимаешь? То есть Мексика у них вот свое, ну, многие слышат, какое прекрасное у них звучание, если оно вообще записывает, вроде записывает. Вот, короче, Мексика просто вообще шикарные микрофоны. Вот, ну и с камерами тоже тут все хорошо, как бы, да, и это как бы здесь даже никто не спорит. Ты вот в целом хотел я тебя спросить про математику МГУ, да, вообще вот, как тебе математика МГУ, нравится с ним сотрудничать? Безумно. Это невероятно крутой человек, который и крутые вебинары сам по себе делает, и круто все объясняет, и при этом очень ответственно относится к своей работе, и особенно не только по отношению к своим курсам, но и по отношению к другим курсам, всегда готов помочь, всегда готов объяснить, подсказать, что и как. Он очень за все берется ответственно и полноценно. С ним очень приятно сотрудничать, тем более, что ты все время даже на него смотришь, как что лучше всего делать, как, может быть, продавать, как, может быть, рекламировать, как, может быть, вещать. Это невероятно круто. Особенно даже пробуешь у него учиться в плане того, как разговаривать, потому что я думаю, ты, когда монтировал его видео, ты заметил, какая же у него просто крутая речь. Идеальнейшая речь. Да, там вообще вот можно вообще практически не монтировать, и все будет замечательно, потому что Андрей Николаевич очень вот классно разговаривает, вот у него очень хорошая динамика речи, где надо чуть побыстрее, он говорит чуть побыстрее, где надо чуть помедленнее, он говорит чуть помедленнее, и реально можно вообще никакие эффекты видео не делать, вообще ничего, оно и так будет очень круто смотреться, все с первого дубля говорится, то есть вообще все очень круто, это прям огромная работа проделана. Для сравнения, любой из тех, кто смотрит данный подкаст, может попробовать поставить камеру и попробовать, вот как мы сейчас, например, да, или как Андрей Николаевич, там 40 минут подряд, буквально 40 минут, что-то рассказывать вообще на любую тему. Многие столкнутся с тем, что будут замечать кучу слов-паразитов. Там, вот, да, короче, типа, вот мои самые любимые, которые у меня, типа, короче, иногда, типа, вот, да, бывают, понимаете ли? Вот. То есть многие столкнутся с такими проблемами, и, конечно, это действительно прям огромная работа прийти к тому, что, как бы, да, классно разговаривать. А если разговаривать еще не о чем-то, а конкретно о математике, которая тоже не очень легкая, это же вообще, на самом деле, прям взрыв мозга, как круто. Это правда. Кстати, вот математика МГУ в этом году анонсировал классный интенсив, ну, который уже провели. Это интенсив «Сироп», да, как раз-таки вот был Андрей Николаевич, была Анастасия Витальевна по русскому языку, и, получается, был ты по физике.
Вот. Сейчас правила игры таковы, что интенсивы разные школы проводят бесплатно. Да? Вот каково было тебе проводить твой интенсив бесплатно? У тебя же сироп по физике был бесплатным, еще до этого был бесплатный экспресс-курс, то есть ты прикинь, ты бесплатно просто там 80 часов с лишним там суммарно на этих двух курсах работал, потом еще к Ньютону очень много бесплатных стримов сделал и так далее, и это все надо учесть, что на самом деле заранее ожидалось, что ты проведешь где-то часов 15 типа интенсива бесплатного и все, а ты вдруг внезапно вместо 15 проводишь там просто далеко за 80 часов. Вот вообще каково тебе вот, да, бесплатно с кем-то чем-то делиться? Ну типа не гложет, что как так они же бесплатно посмотрят? Нет, оно не гложет. Тут у меня просто приходит понимание следующего. Во-первых, если ты что-то делаешь, ты должен максимально в это вкладываться. Чтобы не просто типа, держите так, пол ложечки. Нет, если ты даешь ложку, так целую, наполненную, чтобы было все с кайфом. И ты же делаешь какой-то продукт, значит, ты должен в него вложиться. Если ты говоришь, что ты хочешь максимально помочь за интенсив людям, то я этим и занимался. Даже мы с тобой этим занимались, когда ты очень много всего монтировал, когда ты очень много всего снимал. Потому что ведь параллельно нашим вебинарам, которые выходили, и всего сколько было? 10 или 11 вебинаров по 4 часа. Параллельно им у нас вышло 10 видеороликов. 12 видеороликов. На каждый из которых у нас тратилось просто уйму сколько времени. Это слишком было много времени. Да, это все нарисовать красиво, записать, а потом еще и смонтировать. И все еще стереть с доски. Да. И это получается все суммарно где-то за 2 с небольшим недели мы сделали. То есть, даже вот если мы возьмем чисто 12 видеороликов, которые длиной там есть по 1,5 часа даже ролики, да, какие-то, как правило, средняя длина где-то минут 50, есть ролики покороче, там 30 с чем-то минут дали, но есть по 1,5 часа. То есть отснять вот столько всего, это все разрисовать и так далее. А если еще учесть, что мы с тобой успели заболеть в это время, я чуть-чуть незадолго до интенсива сироп, а ты успел заболеть прямо во время, причем прям очень жестко заболеть, то это, конечно, колоссальная работа была проделана. Конечно, но зато мы выложились, мы сделали все возможное, чтобы ребятам помочь. Я надеюсь, что и правда этот интенсив им помог, тем более, что мы видим по отзывам. Есть ребята, которые пишут: спасибо за интенсив, у меня 100, у меня там 95, есть такие отзывы. То есть ребята чисто с интенсива, получается, пришли и 100. Получили 100. А может, не стоит нам тогда на годовой курс переходить? Не, на самом деле стоит. Вот. И второй момент, который здесь подпитывал желание продолжать это дальше, это как раз-таки понимание того, что о нас никто не знает в плане ЕГЭ. То есть я думаю, о нас много кто знает среди олимпиадников. То есть как минимум слышали. Есть Глеб на Ютубе, он вещает олимпиады. Про ЕГЭ нас никто, потому что, как ты, например, можешь увидеть, каналов по ЕГЭ, я не знаю, их миллиард просто, их миллионами и так далее. Их очень много. Ведь, например, если мы вобьем в поисковую строчку физика ЕГЭ, то там то одно, то другое, то это, то все формулы за час, то все формулы за полчаса, то все формулы за 5 минут, вся тема за минуту, решаю ЕГЭ за минуту, решаю ЕГЭ за секунду ты получишь 100 баллов и так далее. И, человек такой: что, кого? И там, кстати, вообще нас нет, потому что мы неизвестны с точки зрения ЕГЭ. Поэтому я понял так: вложишься здесь по максимуму, просто покажешь всего себя, люди о тебе сейчас узнают, потому что конкуренция в плане ЕГЭ сейчас огромнейшая, она колоссальная. И здесь можно выиграть только качеством. Качеством съемкой, качеством объяснения и так далее. И поэтому мы сыграли на этом, постарались о себе дать знать, и как мы можем видеть, да, конечно, видеоролики ЕГЭ, они не так смотрятся, как олимпиадные наши, но они начали смотреться. Раньше они вообще не смотрелись. Поэтому я доволен тем результатом, что и правда о нас узнали. И пора просто сейчас дальше стабильненько выкладывать, и все будет круто. Кстати, касаемо роликов, все формулы к ЕГЭ за 5 минут, да? Вот у тебя есть ролик «Все формулы к ЕГЭ» на канале, только честно? Есть. Там реально все формулы. Кроме, правда, оптики и ядерки. Но их сейчас очень мало в ЕГЭ, и мы их, если что-то, запишем. То есть, по сути, все там основные механика, там вот это все. 95% реально все есть. И при этом, что самое ключевое, этот видеоролик в продолжительность не на 5 минут или на 1 минуту, а на 10 часов. 10 часов. А потому что качественное, хорошее объяснение всего. И не просто есть такая формула, видал, есть еще и такая формула. Нет, объясняется все в нужной последовательности. Ты узнаешь, а для чего это нужна формула, откуда она берется.
Ты всю теорию в себя впитаешь и поймешь, что это не просто так формулка. Она не просто так взялась. Она имеет некоторый физический смысл. А мы с вами изучаем именно физику, а не формулы. Поэтому такой видеоролик есть. Думаю, ссылочку в описании оставим. Да, оставим ссылочку в описании. Это бесплатный ролик на 10 часов. Мы очень сильно упоролись, пока его снимали, но в итоге выхлоп, конечно же, очень классный у этого ролика. И в целом ребята реально чисто вот были ребята, которые такие, все, у меня как раз ровно 10 часов до ЕГЭ, начинаю смотреть. И реально посмотрели несколько там десяточков баллов прибавили, потому что действительно важно не только знать сами формулы, а то часто бывает, там люди скачивают себе листочек с формулами, он им хорошо помогает работать во вкусные точки. А именно важно понимать, когда их применять, и вообще, как эти самые физические законы устроены. И у тебя как раз есть ответы на вопросы в твоем видео, которые на 10 часов, и на твоих вебах есть, и это, конечно же, очень круто. Ой, что мы с тобой все о ЕГЭ, да ЕГЭ. У тебя же канал называется, Глеб Орел, Олимпиадный репетитор по физике. Да, все правильно, олимпиадный репетитор по физике. Вот, ну смотри, это получается все. Продался ЕГЭшникам, да, и дальше канал никак не будешь развивать в Олимпиадах. В плане правильно? олимпиад? Да, ну я смотрю, ну ты же это все ЕГЭшники, все у тебя одни Да, у ЕГЭшники. меня эти сиропы, там сейчас летняя Да-да-да, школа, вот, годовой да, курс. да. Мы идем как все, короче, ЕГЭ. Да, ЕГЭ, Правильно? да. В олимпиадах нет ребят. Олимпиады Они зачем? никому Да. не нужны. Да, ну то, что там оно БВИ вуз дает, это, ну, блин, ну кому БВИ надо, В когда... ЕГЭ да. много, большой спрос. В ЕГЭ Да, много да. людей. Да, Много ЕГЭ надо ребят. сдавать, да. да, ведь. ЕГЭ нужно готовить, ребят. Тем более это для всех самый страшный экзамен. Нужно к нему готовить. Да. А Олимпиады, это же вообще, ну то, что там можно этот БВИ получить и в вуз на халяву поступить. Или типа... на халяву сотку получить, когда тебе нужно решить всего лишь 2-3 задачи из 5, правильно? Да. Не все на полный балл решить, и у тебя олимпиад много. Ну зачем? Зачем? Да, всего лишь в один предмет себя будешь углублять, ты получишь невероятное удовольствие от его бота, ты будешь знать, сколько разных интересных методов есть, ты будешь кайфовать от каждой задачи. Ну, кому оно надо? Да, понимаешь? лучше дави с этим ЕГЭ, понимаешь, чувак. Вот, поэтому все-таки Олимпиады, да? Все-таки мы ведем олимпиадный контент и делаем его с большим удовольствием. Как ты можешь заметить, хотя и ты сам это выкладываешь. Да, я это сам монтируешь. делаю, да. Так, и что же я должен заметить? Ты можешь заметить, как у нас в последнее время выходит довольно много также олимпиадного контента на канале. Трансляции. Например, первое занятие олимпиадной смены Ньютон. Или же вебинар про радиус кривизны. Офигенный вебинар. Или же видеоролики, где мы сливаем задачи с олимпиадной смены Ньютон. Прям в полном красивом формате, как я это как раз решаю на олимпиадной смене Ньютон. И получается реально годный контент для олимпиадников, где они познают физику олимпиадную. Это очень круто. Поэтому мы продолжаем это делать, продолжаем бурить эту нишу, потому что я верю, что ребята, которые хотят поступать по БВИ, не парятся на тему ЕГЭшек, их много. И я им хочу это показать, что да, так можно, так интереснее. И я тебе могу это объяснить, потому что я сам помню, как я это сидел, вот так вот изучал по тонны часов, мучился от того, что вот это почему так, вот это почему так. Сейчас я могу тебя взять и все структурненько вот так вот положить на ложечку. Держи ложечку. Вот, все. Вот ты и получил все знания. Круто же, да? Не, на самом деле классно, да. Вот, не, Олимпиады, ты очень классно, прям, знаешь, вот чем ты мне нравишься больше, чем многие олимпиадные тренера или тренеры, наверное, тренеры, правильно говорить, русский язык, вот не хотите париться, да, куда правильно ударение ставить, лучше краски без вступительных испытаний, да, без ЕГЭ и без ДВИ поступаете в вузы, потому что, ну, действительно, эти ударения по-русскому, ну, можно учить, я вот их учил очень долго, ну и что, все равно всегда путаюсь. Правильно, наверное, тренеры говорить, а не тренера. Ну, он учитель русского языка за стенкой. Ну, потом спросим, я сюда, короче, вставлю официальный ответ. Значит, получается... Так вот, другие олимпиадные тренеры, они часто, знаешь, дают просто, типа, вот есть информация, вот сами решайте. А ты прям даже и в олимпиадах вот эту ЕГЭшную методику принимаешь, ты прям берешь и конкретно объясняешь каждый моментик, каждую тоже там запятую разжевываешь, почему здесь так, почему здесь так, почему здесь так. Да, иногда занятия из-за этого они растягиваются аж там до 5 часов, да, но это 5 часов, где после них действительно все становится понятно, где действительно можно там любой вопрос задать часто, и ты на этот вопрос мгновенно ответишь, объяснишь все еще более детально. И мне это на самом деле очень нравится, вот именно твоя подача, как ты прям детально расскажешь Олимпиады. Вот, вообще, как ты считаешь, все-таки лучше детально ребятам, которые вот начинают работать Олимпиады, рассказать, или прям сразу их кинуть, знаешь, как будто в такой вот прям в котел с чертями, чтобы они сами во всем разбирались? На самом деле нужно все детально. И я также немножечко подмечу в твоем рассказе, ты сказал, что как в ЕГЭ я рассказываю и в Олимпиадах, что я там типа в ЕГЭ все подробненько, все объясняю
все в детальках и до Олимпиады. На самом деле у меня все возникло именно из Олимпиад так. Ведь когда я начал рассказывать Олимпиады, та же самая электростатика, я всегда любил рассказывать так, чтобы каждый моментик нам был ясен. Потому что именно в Олимпиадах нам нужно, чтобы каждый просто моментючечку, вот такая вот маленькая, каждая пылиночка нам была ясна. Потому что Олимпиады проверяют твои знания того, как ты умеешь думать над разными задачами. А в разных задачах ты применяешь не один какой-то определенный метод, который, там, запомнил. Нет, ты применяешь свои знания теории. И теорию нужно знать круто. Не знаешь теорию, знаешь просто какие-то шаблоны, все, до свидания. Олимпиада не решится. Поэтому этот принцип я применяю у себя сейчас везде. В олимпиадном контенте, и также стараюсь еще в ЕГЭшном. Да, конечно, местами это бывает излишне. Но я все-таки физикой учу, а не каким-то шаблоном. Поэтому пусть знают. Вот. А в олимпиадах просто обязательно, чтобы они точно понимали, как любая задача сможет решиться. Да, из-за этого вебинары у нас выходят довольно долгими. Взять олимпиадную смену Ньютона, у нас последний вебинар вышел на 5 часов 40 минут. Вот, бывает там 5 часов. Бывает 4 часа 50 минут. А ты на интенсиве, кстати, рекорд поставил. У тебя за 6 часов какой-то один вебинар перешел, а потом ты еще, по-моему, даже в этот же день еще один вел, да, короче. было такое, но я, честно, не помню, какая там продолжительность была. Вот. Там суммарно за день вообще там 10 часов пива. Да. Вот. И сейчас, вот, введя олимпиадную смену Ньютон по механике, я стараюсь все-таки себя не торопить и не думать о том, что вот у меня там есть рамки, я должен идти успевать четко по программе. Мы уже, на самом деле, уже не успеваем по программе идти, но я для себя сделал выбор. Все-таки лучше я просто все буду четко, последовательно, в максимальном объеме, который можно рассказать как раз для перечня, буду все это рассказывать, чтобы каждый просто нюансик нам был ясен. Чтобы потом мы пришли и зарешали любую задачу. Потому что на этом и строится олимпиадная физика, применение теории. Касаемо электростатики, я еще хотел отметить, часто же бывает, что вот именно электростатику дают очень часто, например, метод изображения, это же как в зеркале, да? Да, зеркало Да, поставил, да. все, готово. Вот, и мне кажется, электростатику, вот смена Тесла, вот просто сегодня как раз ты проводил перезагрузку смены Тесла, да, ты там первый веб записывал еще лучше, чем он был, чтобы он был еще круче, чтобы еще круче ребята в это все входили. Тем более сейчас ты еще в школе 4 четверки работаешь, про это тоже отдельный подкаст. 3 четверки, да, еще одну четверку пририсовал, да. В школе 3 четверки работаешь, и как раз-таки еще потом про это подкаст запишем, вообще как работать в школе, тоже ребята узнают. Вот электростатика, честно хочу сказать, вот это та штука, в которой реально лучше разобраться досконально, потому что если чуть-чуть что-то не понимается, все. Ведь электростатика — это совершенно другой мир. Если механику можем как-то интуитивно понять, то электростатика — это электровзаимодействие. Оно интуитивно не понимается. И как раз-таки вот там очень важно знать все вот эти основные маленькие моменты. Если слишком быстро гнать людей по электростатике, то действительно оно в итоге обернется боком, как на самом деле показывает практика. Кстати, по электростатике, вот смена Тесла, понятное дело, вообще пушка, прям проверена вообще, это смена, которая уже больше года, да, которая проверена просто вообще там досконально. А вот какую книжку посоветуешь? Вот уже многие ребята, они спрашивают, а какую книгу, да? Книгу? Я так скажу. Первоначально я посоветую сначала посмотреть мой курс смены Тесла, потому что там просто все. На этом базируются все наши знания. А потом дополнительно, если задачник, то Трушников, потому что сам мой курс на самом деле базируется на сборнике задач Трушникова. Он на нем именно базируется, потому что, как по мне, это самый просто офигенный сборник по электростатике. А книга... Нет такой. Может быть, еще подойдет, честно, Слободенюк по электростатике, но местами. Местами еще Сивухин подойдет круто. Да, там Матан, но он подойдет. Но лучше все-таки смена Тесла, извини, потому что я читал много разных книг, читал Бутикова, читал Сивухина, и в каждой из этих книг было одно, но не было другого. Из-за этого у меня возникали некоторые вопросы, например, теорема единственности, энергия взаимодействия, энергия поля. Было много разных вопросов, на которые не было точного поставленного ответа. И вот на самом деле смена Тесла, она берет и отвечает на все вопросы по этим темам. Поэтому я бы рекомендовал именно не книгу, а смену Тесла.
Отлично, от себя добавлю, на самом деле, про книги, что все-таки книги, они бывают суховатые, будем честны. Бывает, что книгу тяжело читать. И мне кажется, что сейчас, так как 21 век, действительно, читать книги это все равно классно, это все равно прокачивает и так далее, но раз есть возможность смотреть что-то в видео, да, есть возможность как раз-таки использовать какие-то более прокачанные материалы и так далее, может быть, действительно стоит не только, да, интересоваться книгами, а то бывает реально, вот ребята пишут, какую волшебную книгу посоветуешь, да, а на самом деле, скорее всего, даже этим ребятам будет удобнее не давиться какой-то книгой, да, а удобнее будет спокойно посмотреть какое-то видео, как раз-таки объясняющее, особенно если это какой-то огромный видеокурс, да, ну и также уже потом, если уж хотите прочитать книгу, дополнительно еще это все подкрепить прочтением книги, и тогда это вообще будет максимально оптимально, потому что все-таки книги бывают суховатые, бывает реально книгу тяжело читать, разные абсолютно условия бывают. Мне, например, реально гораздо проще что-то изучать с помощью видеоконтента, и когда еще видео, они сделаны в классном качестве, когда я могу спокойно сесть, прям даже расслабиться, аккуратненько писать какой-то конспектик и так далее, когда оно все в хорошем нормальном темпе, если что, могу на ускорение поставить, если что, могу на замедление поставить и так далее. Это, конечно, очень и очень приятно, будем честны. Ну и заодно, кстати, добавлю, что пока что я не нашел ни единой книги, которую прочтешь и возьмешь там перечень или все раз. Такой нет. Нет полной, нужной структуризации. Это правда так. И поэтому, если ты хочешь по книгам, тем же самым про учиться, хотя это просто Unreal какой-то, потому что, ну, честно, я помню, когда ботал, я на некоторые места забивал, потому что, ну, я не мог найти на это ответа. Ну, ты разве у автора книги спросишь? Ну, как? Не спросишь. У книги ты тоже не сможешь ничего спросить. А в онлайне, кстати, ты можешь. Или когда ты на курсе каком-то, ты тоже можешь спросить вопрос. А здесь ничего. И поэтому, если прям хочешь по книгам, то придется несколько книг ботать, чтобы брать разные источники информации. Но это прям нужно быть каким-то уникумом, и нужно иметь тонны часов, чтобы это сделать. Хорошо. А я сейчас тоже снова перескочу с темы на тему. Вот сейчас, так как у нас Олимпиады, много всего накопилось, много всего насыщенного и так далее. Действительно, ну, во-первых, подтвержу, что реально сейчас олимпиадные курсы есть очень классные, и не только у тебя. Например, на нашем канале можно произносить имя Михаила Александровича Пенкина, причем с большой гордостью, потому что действительно его курсы — это что-то вообще замечательное, великолепное, прекрасное. На его курсах мы сами с тобой выросли. Да-да-да, просто шикарные курсы, вообще очень крутые. А хотел я как раз-таки спросить тебя про твой курс бесплатный, который ты планировал выпустить, касаемо смены Newton Pro. Так, Глеб, да. когда будет смена Newton Pro? Ты же обещал. Где Newton Pro? Давай смену Newton Pro. Че, где? Ну, как мы с тобой сейчас понимаем, у нас очень загруженный июль, август, очень много всего. Работа в 3 четверках, работа с павликовыми, сама смена Ньютон по механике, где 4 вебинара по 5 часов в неделю. Ну, просто физически сейчас я не успеваю. Летом, не успею, не смогу. Просто, что бы я ни делал. Только если ночью не спать. Но тогда и качество будет фиговое. Поэтому мы решили с тобой, я решил сделать смену Newton Pro осенью. Пусть она будет осенью. Как раз она будет идти параллельно обучению на первом курсе у ребят, которые сейчас 11 класса окончили. Они смогут тогда смотреть лекции своего института, ну, а потом получать удовольствие с моих лекций по тем же самым как раз-таки темам. Поэтому будем проводить именно осенью, не сейчас. Кстати, да, как раз я тебе предлагал провести осенью тоже Newton Pro. Очень рад, что ты согласился. Во-первых, действительно, сейчас очень тяжело будет, когда ты работаешь с 4 четверками, когда ты проводишь огромную смену Ньютона, и так далее, еще вставить Newton Pro. Ну просто, да, а когда спать, действительно вопрос. Если ты будешь не выспавшийся на занятиях, это будет, ну, вообще полный бред, будем честны. Вот. И это, во-первых. А во-вторых, все-таки многие ребята, да, многие хотят еще летом заботать и быть уверенными, но многие ребята как раз-таки, они сейчас летом отдыхают и начнут ботать вместе с вузом. И как раз-таки осенью гораздо больше будет и спрос на все эти лекции, да, и у тебя у самого время освободится, и ребята будут тоже больше смотреть и больше данные стримы поддерживать, ведь они абсолютно бесплатные. И также еще это очень удобно в плане того, что как раз-таки ребята, например, сходили в вуз, бывает часто такой, какой-то лектор, не знаю, заболел, там, ну, гнусавый у него голос, не услышали, там, на последнем ряду им место досталось, не услышали. Или там сами заболели. Вот этот вот прикол, когда осенью все приходят в вуз и начинают болеть, это и просто тема стара как мир, и чтобы тоже ребята за физику свою не переживали и так далее, как раз осенью параллельно с вузом, может чуть позже, может чуть раньше, ты будешь проводить смену Newton Pro, и как по мне, это очень классное решение. Вот, и они, конечно, тоже расширяться на вузовскую тематику тоже круто. Кстати, у тебя вообще как в вузе с физикой дела обстоят? Отлично, все на OTL 10, то есть у меня закрыта механика, термодинамика, электромагнетизм, все на OTL 10,
Все мои письмаки также закрыты на полный балл. Так что вот так. Ой, слушай, это на самом деле прекрасно, но все-таки тебе можно доверять. Да-да-да. Короче, еще хотел вопросы задать. Ага, ты, кстати, упомянул термодинамику, да? Так, да. А смена по термодинамике где? А смена по электрическим цепям где? 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 Почему еще нет? Почему только Тесла электростатика, Фарадей магнетизм, Снеллиус оптика и Ньютон механика? Да? Где термуха и ЛЦП? Когда? Есть в планах вообще? Есть. Есть? Есть. Понимаешь, они есть в планах даже на грядущий год. То есть хочется этой осенью провести смену по термодинамике, чтобы у нас мы смогли закрыть еще и термодинамику. Ведь тогда, понимаешь, у нас будет механика, термодинамика, все это и так далее. Это уже почти полноценный годовой курс. Вот. Там, ну, если хватит времени, может быть, электрические цепи. Еще это под вопросом. Но термодинамика планируется, это точно. Чтобы термодинамику зарешать той же самой осенью и жестко ее прокачать на перечень плюс. Потому что вы знаете, ну, или как минимум ты знаешь, и вы, ребята, знаете, которые у меня учитесь, что на этих сменах мы полностью погружаемся в данную тему и решаем огромнейшее количество задач на всевозможные тематики. Слушай, это на самом деле отлично. Ждем с нетерпением тогда смену Ньютон Про и смену по термодинамике. Ну и я в целом, как понимаю, бесплатного контента тоже у тебя на канале будет еще много и по Олимпиадам, и по ЕГЭ и так далее. Так что в целом ребята вот на этот канал, который здесь, как раз канал Глеба, могут спокойно подписываться и не париться, что, то есть, что у них будет все в порядке с контентом. Вот, да? Конечно. Тоже, да, если мы вернемся, да, к развлекательному или познавательному контенту. Тебе, кстати, какой больше нравится снимать, развлекательный или познавательный? Познавательный. Мне тоже, вот честно Решение скажу. задач или разные теории, это, конечно, это больше. Да, вот честно, даже вот лично мне нравится, вот, окей, если развлекательно, то вот такие подкасты. Вот когда сидим, и действительно, у многих, потому что, ребят, я сам себя помню даже, а особенно своих сверстников, куча вопросов постоянно возникает. Блин, а вот какой вуз выбрать? А как оставаться в энергии? А сколько ботать? А как лучше спать? И так далее. А как вот это совмещать с этим? Просто очень много всего. Это как раз-таки вот отличная тема для наших с тобой следующих подкастов, которые мы с тобой обязательно будем снимать. Ну, давай напоследок, по традиции, вот Давай. всегда я заметил, в конце подкаста просят дать какое-то напутствие, какой-то совет и так далее. Я вот хотел вот у тебя спросить, да, вот задать тебе такой необычный вопрос. Вот смотри, ты сейчас занимаешься преподаванием и кайфуешь. Вот, да, и, например, сейчас ты такой, окей, все, то есть прога это, конечно, классно, но я в первую очередь буду делать акцент на преподавании, да. Вот, и получается, что, по сути, ты понял, чем ты хочешь заниматься, ну, как минимум, в ближайшее время. И вот есть куча ребят, которые, например, тоже сейчас учатся, там, может, еще в школе, может, в ВУЗе, может, уже окончили, но они вот не понимают, а вот где то дело, от которого меня прет. Вот, слушай, какой бы ты совет вот дал ребятам, которые сейчас вот, ищут себя, да, хотят найти какое-то дело, которым они хотят заниматься? Я бы дал такой совет. Это пробовать. Вот у меня просто есть банальный пример, что год назад я еще даже сам не знал, а нужно ли мне преподавание, то есть я буду ли в этом вообще развиваться. Поэтому здесь лучше сделать так. Сказать себе, так, я выделю себе полгода на то, чтобы развиваться в каком-то одном направлении, которое мне сейчас очень нравится. Развиваешься полгода. Смотришь, насколько ты развился за эти полгода. Делаешь анализ. Понравилось, не понравилось. Хочешь ли дальше в этом развиваться? Если понимаешь, что да, что-то зацепило, выделяй еще полгода. Через год ты увидишь уже какие-то конкретные результаты. Если они будут и тебя будут радовать, прекрасно. Работаем. Дальше. Идем дальше по этой стезе. Если ты поймешь спустя год, что это вообще не то, ты за этот год понял, что есть что-то новое, что-то есть другое, выбирай новую, другую стезю. Да, это долго, но оно этого стоит. Многие находят любимое дело к 40 годам. Даже бывает и к 50, даже бывает к 60. Я даже ролики находил, что действительно там, например, человек, он говорит, блин, я вот там до 60 лет работал, потом вышел на пенсию, и вдруг внезапно обнаружил для себя столько всего интересного и возможности как-то прокачать себя, и возможности там для заработка, для всего остального, еще рассказать об этом на Ютубе, и тоже до этого, то есть до этого там 60 лет действительно были какими-то скучными, унылыми и так далее, и тут вдруг бац, и человек начинает находить себя. Да. И в чем здесь самая ключевая соль? В том, что если тебе даже за год это дело не понравится, то это не обозначает, что ты год потерял. Нет, это ты много чего для себя познал. Потому что я как для себя представлял, например, то же самое преподавание, в котором я сейчас развиваюсь. Я понимал, что сейчас, например, вот мои глазки, они видят только так. Они видят перед собой маленькое окошко.
И это все, что я вижу. Я вижу там преподавание и все. Может быть, там прога еще есть. Все, что я знаю. За счет того, что я продолжу развивать какую-то одну свою отрасль, например, преподавание, я начну развивать это окошко, оно станет шире. То есть, например, сейчас, спустя год, я узнал очень много всего разного. Как минимум, там, видеомонтаж, видеомейкинг, либо узнал, что можно в проге делать, либо в менеджменте, что можно делать, что с точки зрения бизнеса можно делать, или что можно делать с точки зрения обучения, потому что я за этот год много чего познал, что у нас в ВУЗе происходит. И с помощью того, что я просто продолжал идти по одной отрасли, я на самом деле параллельно прокачивал еще много чего второстепенного. За счет этого мое окошко вот так вот расширилось. И теперь я могу посмотреть пошире и узнать, ага, а что теперь мне больше нравится? Но из этого большого выбора я понял, мне пока вот преподавание больше нравится, из этого всего мне оно больше всего нравится. Идем дальше. И дальше, на самом деле, мое окошко еще больше расширится. Я буду знать еще больше о том, что меня вообще окружает, какие есть еще методы, например, там, заработка или разные хобби. Но самое ключевое, я просто продолжаю пока идти по своей стопе, которая мне нравится. Я грядущий год собираюсь именно этому уделять. Если через год я пойму, я что-то хочу другое, а я буду знать разные пути, потому что я свое окошко сильно расширил, то я, может быть, выберу другое. Это как вы. Если за год вы поняли, что не, что-то хочу другое, то идите по-другому. Но пока этот год я буду преподавание. Аналогично у вас. Выбрали что-то, делайте год, и дальше уже делайте выводы. Тем более, что у вас окошко сильно расширится. Слушай, я полностью с тобой согласен. И вот ты очень хорошо отметил именно вот про полгода-год, что нужно хотя бы полгода, а лучше и год, вот пробовать себя посвятить чему-то. Потому что вот как у тебя, например, с преподаванием ЕГЭ было, да? То есть ты, например, уже в олимпиадах был более-менее уверен, знал, что с олимпиадками все у тебя неплохо, и тут вдруг внезапно ЕГЭ, где вообще непонятно, ребята понимают, не понимают. Потом вдруг внезапно оказывается, что нет, не понимают, что нужно очень много чего менять. И огромное количество людей, они, к огромному сожалению, на этом моменте сказали, все, ЕГЭ это не мое, все, у меня не получится никого подготовить и так далее, там столько всего надо, там столько надо париться, столько мучиться. Не, я лучше просто продолжу там олимпиадками, и, может быть, там что-то как-то где-то мне перепадет. А вот ты как раз-таки вот этот момент прям протаранил, прям вот взял просто там еще себя круче сделал, и в итоге у тебя очень пушечный годовой курс получился, вот, и очень классные результаты учеников, и сейчас тоже мы продолжаем с тобой развивать этот канал, чтобы все еще было круче в плане физики. Это правда, здесь важно это вот отметить, что если бы я подумал там спустя 2-3 месяца, что у меня ничего не получается, значит, это не мое. Это была бы главная ошибка, потому что спустя 3 месяца реально у меня ничего не получалось, я ничего не умел. И у меня все было, все фигово было в плане подготовки к ЕГЭ по физике. Помню, там май, июнь, июль, все было очень катастрофически плохо. Но за счет того, что я продолжил, прошел трудное время, и теперь делаю выводы спустя год. Ну а спустя год меня результат радует, я готов еще год этому выделить. И посмотреть, а что же будет уже в следующем году. Поэтому здесь мы можем подытожить так. Важно выделять большой промежуток времени, год, спустя который мы уже сможем судить о результатах. Потому что сначала всегда будут падения. Это нормально. Ведь то же самый пример, когда мы с вами учимся ходить. Ведь мы же падаем. И мы тогда кричим, у нас слезы идут от того, что мы больно упали. Но мы же не говорим, это не мое. Мы же не говорим, все, я не буду. Мы продолжаем. Да, сначала мы много раз падаем, но с каждым разом меньше падений. В итоге мы с вами сейчас можем ходить. Можем. Вот. И здесь то же самое. Поэтому нужно выделить именно год, когда сначала мы только встаем на ноги. Да, там падаем, но встаем, а потом начинаем уже более-менее уверенно ходить. А уже на второй год мы уже начинаем как-то профессионально ходить. То есть прям уверенность приобретается. А дальше уже смотреть, а в каком направлении идти. Да, слушай, короче, классный у нас сегодня вышел подкаст с тобой. Очень круто побеседовали. Вот, узнали вообще в целом, да, о том, чем ты сейчас занимаешься, как тебе удается совмещать работу, учебу и так далее. В целом, да, огромное спасибо также за напутствие, за советы, которые ты дал в конце. Короче, действительно, я хочу еще больше таких подкастов снимать. Да, их делать немного тяжеловато, признаюсь, особенно в плане монтажа. Вот. Но, опять же, если ребята наберут 200 лайков под этим видео, если ребята подпишутся там на канал, если они там подпишутся на телеграм-канал и так далее, то все. В таком случае я сразу вижу, что заинтересованность есть, что ребята хотят услышать что-то интересное. Вот давай, мужик, короче, бомбим, наваливаем, вот это прокачал там. То есть вот про жизнь обычную, как оно есть, это неинтересно. Надо про мотивацию. Может, лучше это будем записывать? Такой подкаст откроем. Мотивацию поднять вот это вот. Да. Не, лучше просто перед ЕГЭ сказать,
Сдай ЕГЭ. Все, этого хватит. А здесь лучше настоящие житейские вещи говорить. Тем более, что саморазвитие убивает. Да-да-да, даже у Игоря Войтенко недавно вышел ролик, что саморазвитие убивает, поэтому давайте лучше не только о саморазвитии, а конкретно о том, что происходит. Все, всем пока, было приятно с вами пообщаться. Глеб, тебе тоже спасибо Да. за подкаст. Спасибо. Да. Все, всем пока-пока. До скорой встречи.